Я считаю, что в случае существует ли какое-либо одно уникальное правило, которое может помочь человеку навсегда выбрать этот вектор и в этом векторе перейти в состояние, при котором больше не будет проблем, которые связаны с деньгами, не будет проблем, которые связаны с выживаниями. Мне бы хотелось сегодня дать один такой рецепт, который бы помог человеку наверняка и на 100% вырваться из вот такой зависимости от несчастья, которые часто появляются. Я бы хотел сегодня объяснить, почему на фоне общего хорошего положения вещей в бизнесе или там хорошего отношения в семье, почему появляются скандалы, почему появляются несчастные случаи, от чего возникают падения в бизнесе, с чем связано это все, есть ли одна закономерность, существует ли одна эта закономерность. И я бы сегодня хотел об этой закономерности поговорить вместе с вами. Она существует. Зная эту закономерность, исследуя этой закономерности, человек может полностью измениться сам и полностью изменить свою судьбу. Нельзя назвать это тайной. Поверьте мне, та информация, которую я буду давать, она всегда знакома, она понятна, она близка. Но мы, к сожалению, не концентрируемся на такой информации, не обращаем на нее внимания. Тем не менее, давайте попробуем вот такую тему начать. Итак, о чем бы я хотел поговорить? О чем-то эфемерном. Вот это что-то эфемерное, по моему пониманию, является одним из самых ключевых и важных элементов для жизни человека. Это наш путь. Зачем человек живет, в чем его предназначение, к чему он должен прийти. Ну, естественно, скажите, когда, допустим, вы живете, то вам хотелось бы, чтобы люди, которые живут рядом с вами, проявляли к вам доброту? Ответ – да. А скажите, вам бы хотелось, чтобы люди, которые рядом с вами живут, проявляли нежность? Ответ – да. А скажите, вы бы хотели, чтобы работодатели проявляли к вам доброту и нежность? Ответ – да. А скажите, гипотетически, вы бы хотели, чтобы внешний мир к вам проявлял доброту и нежность, и любовь, и заботу? Ответ – да. Тогда скажите мне, это не обвинение, а как бы констатация факта, почему многие люди, они умудряются проявлять во внешний мир не доброту и не нежность, а грубость, вредность, желание причинить другим существам боль, и при этом ожидают, что из окружающего мира они будут получать что-либо другое. И, наверное, пришло время сказать это слово. Итак, поговорим о духовности. Что такое духовность? Я считаю, что цель жизни человеческой расы на Земле заключается в том, чтобы развить у человека некое состояние духовности. Что, по моему мнению, духовность? Нет, это не поклонение Богу как Богу, это не хвала Бога. Это нахождение в себе неких таких концептуальных элементов, которые можно назвать вот так. Стать более добрым человеком, стать более нежным человеком, стать более терпеливым человеком. Таким образом, если человек выбирает такой путь и становится добрым по отношению к себе и окружающему миру, терпеливым. Я иногда даже замечаю, знаете, есть такая хозяйка, которая нежно вытирает стол, а есть хозяйка, которая одним взмахом руки крошки убирает. Вот отсутствие вот такой вот терпимости, нежности, борьба со своими персональными эгоистичными настроениями, с гормонами, это является для человека путем. Ну и естественно, можно сказать, что духовный путь — это ступеньки. Ступеньки — это трудности. Именно поэтому любое восхождение в сторону доброты, добродетели, человеколюбия, милосердия, эти пути, такой путь, он не может быть для человека легким. Но я хочу вам сказать прямо сегодня, я постараюсь как бы более глубинно это объяснить. В тот момент, когда человек прикасается к высокой духовности, я сегодня о ней буду рассказывать, в тот момент, когда человек прикасается, в этот момент человек становится независимым. Ему, знаете, какая одна из особенностей человека, которому везет?
Что такое достигнуть состояния духовности? Это быть любимчиком для Бога. А что значит быть любимчиком для Бога? Мы взамен получаем невероятное, тотальное, бесконечное, огромное везение. Нам начинает вести во всем. Нет, возможно, в лотерее нет. Но, возможно, вам и не нужна будет лотерея. Мы получаем везение как дар. И это везение, оно нас в дальнейшем преследует. Но стоит только идти этим путем. И об этом пути я бы хотел сейчас подробно рассказать. Духовный путь — это всегда движение вверх. Но есть духовный путь с движением вниз. Когда человек рождается, то для него есть только два пути. Один путь — это движение вниз, которое приведет его к боли и заболеваниям. И второй путь — это движение вверх, который приведет его к тотальному, бескомпромиссному такому везению в жизни. В случае, если человек начинает делать выбор, то этот выбор он должен сделать таким образом. Смотрите, человеколюбие, милосердие и на первое место доброту и добродетель человек должен поставить на первое место, и тогда он начинает духовное восхождение. В случае, если он выбирает другое отношение к окружающему миру, и он не умеет и не хочет контролировать свой гнев, он мечтает о том, как он кому-либо отомстит, он мечтает о том, как он кому-либо будет причинять боль в гневе, или как-либо еще, не контролируя это, развивая в себе это, желая мстить. Таким образом, человек, да, я понимаю все. Вы понимаете, есть такая особенность. Есть такая особенность. Когда человек живет, то он может обидеться, его могут обидеть. Человека могут обмануть, у человека могут отобрать деньги, человека могут незаслуженно обвинить, что угодно могут сделать с человеком. Это своего рода проверка для человека или проверка того, что же он выберет. В случае, если он выбирает состояние милосердия и не обращает на это внимания, в случае, если он не хочет мстить, в случае, если он не мечтает о том, как он будет мочить этого человека в сортире, как сказал великий президент одной из стран, если этот человек выбирает для себя миссию доброго человека, если он выбирает добродетельность, толерантность, чувственное тепло, он просто не допускает к себе этого человека больше в дальнейшем, не совершает или совершает такие ошибки. Но вот само отношение является для человека ключевым выбором. Он тот человек, который движется на пути духовности, или он все-таки тот человек, который готов катиться. Это начинается с повседневной работы над собой. Но мы становимся золотым фондом Бога на этой земле. Мы становимся золотыми такими людьми, которые возродили в себе теплые отношения, возродили в себе любовь, возродили в себе доброту, возродили в себе радость внутреннюю. Мы, когда нас наказывают, это для нас проверка. И в случае, если человек мечтает о большем, то в случае, если его проверка свершается, и он выбирает не наказать, не обмануть, не материться, не ругаться, а выбирает другое, то есть выбирает не общаться, ничего этому человеку не делает, живет дальше, при этом не меняет своих позиций, остается при этом добрым человеком, хорошим человеком, то в дальнейшем ему в виде награды дается везение. Что такое падение? Это когда не везет, друзья мои. А что такое везение? Это когда везет во всем. Когда твой товар продается, твои знания интересные, твой бизнес расцветает, в отличие от всех остальных. И обычно завидуют люди, потому что говорят, ну почему, что же не так в этом человеке? А в этом человеке есть только одно качество, которое отличает его от других людей. Он добр по отношению к себе, он чрезвычайно добр по отношению к тем людям, с которыми живет, он добр к своим детям, к своим родителям, и он не наказывает окружающих людей, как многие. Он этого не делает даже в чувствах, даже в желаниях, что очень часто происходит. Это происходит минимально, то есть это может быть, да пошла она. Вот есть такие люди, которые не говорят так. То есть они просто не обращают на это внимания. Как бы плохо не было, каждая ступень
она перед достижением чего-то более широкого дает человеку возможность проверки. Почему-то любая ступень, любое восхождение — это определенный элемент проверки. Нас, как говорится, проверяют на вшивость. И в этот момент, когда нам плохо, в этот момент мы чувственно должны встать на путь божественных сил и быть, несмотря ни на что, верными своей добродетели, верными своему милосердию, верными своему добросердечию, быть такими вот людьми. Вы представляете, это в дальнейшем очень... Оно не дает силы. Просто такому человеку начинает очень вести. И мне бы хотелось, чтобы... Конечно, найдется очень много людей, которые смотрят это все, и они скажут: Андрей Андреевич, ну я добрый человек. Нет. Почему? Потому что вы же позволяли себе там материться на кого-нибудь и говорить: так, козел, там, куда ты как ты ведешь, там, или там фыркнуть на кого-то, или там обижаться больше часа и так далее. Вот это и есть наш элемент нашего падения. Мы таким образом катимся.